я родился в тюрьме. Мама была осуждена. И тебя отправили в детский дом. Ты там сам за себя, а всем пофиг на тебя. Как ты искал У семью? меня появились родители, отец привел в хоккей. В один из дней просто все перешло за грань, меня стали наказывать. Как он может тебя избить? Ну, рукой я иногда ремнем. Следов не оставалось. Она защищала тебя? Жаловаться не было смысла. Боюсь. Наверное, умереть. Детский дом или семья? Мама, я хочу обратно в детский дом. Здравствуйте, меня зовут Галина Теряева, и я начинаю цикл интервью о детях из детского дома. Сегодня у меня в гостях Леша. Леша родился в тюрьме. До 3 лет он прожил в колонии вместе с мамой, пока мама не была лишена родительских прав. А потом он попал в приемную семью. Но через 8 лет его вернули обратно в детский дом. Всю историю Леша расскажет сам. Смотрите сегодня, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Давай мы с тобой, наверное, вот для начала вернемся в твое детство, начало твоего пути. В каком городе ты родился? Ну, я родился какого ты вообще в города? Нижнем Новгороде. Ты помнишь, где ты родился? Ну, конечно, я родился в тюрьме. Это как, грубо говоря, клеймо. А что случилось с мамой, скажи? Почему она попала в тюрьму? Что-то известно? Мама была осуждена на 9 лет, вроде бы, как-то так, За что? за убийство. А родила она тебя уже... Родила она меня в тюрьме, да, получается. И сколько лет ты с ней прожил в тюрьме? И с ней я прожил 3 года, после чего ее, получается, лишили прав. Родительских? Да, все верно. Вот, и уже отдали в детский дом. А что-то известно о судьбе мамы? Ты сам интересовался? Ты с ней сейчас общаешься? Я с ней сейчас не общаюсь, но я знаю, что она вышла в 2009 году. Мой второй, получается, детский дом, тот, который находится в городе Дзержинск. Ее пытались искать, но успешно, я хочу сказать. Вот. Она приезжала в гости. То есть ее нашли? В детский дом, да. Да, она приехала, вот, как-то... Это тебе в каком это возрасте уже было, ты помнишь? Лет 15-16, наверное, где-то так. И она приехала. Ты расскажи про встречу. Как по мне, встреча прошла не очень. Потому что она приехала в состоянии алкогольного опьянения на первую встречу. Как-то уже не очень, да. Вот. А ты ждал ее? Я ее не ждал, но мне сказали, что она приедет. Как-то так. Ну, ты же все равно помнишь, что волнение какое-то, вот, переживание? Ну да, конечно, было, получается, волнение. Впервые за 15 лет, даже за 13, увидеть родную мать. Типа, как-то так. Ну да, это сложно. И увидел. И о чем вы с ней разговаривали? О жизни, о том, что она хочет делать дальше, ну, как бы на свободе уже получается. Ну да. Вот как-то так. То есть ее освободили. Освободился и, в общем, захотела тебя увидеть. Она не захотела, и ей пришлось меня увидеть. Она скрывалась еще пару лет. Как-то так. Вот. Но приехав, она уже рассказала, что у меня есть, получается, младший брат. Вот. Он сейчас с мамой живет. Вот. Ему на данный момент 6 лет. Вот. Его зовут Максим. Вы о чем-то с мамой договорились? То есть она тебе что-то обещала? Нет. Она мне ничего не обещала, и мы с ней ни о чем не договорились. Мы просто с ней обговорили жизнь, грубо говоря. Вот. И она уехала домой. Ты простил ее, Леш? Я нет. Нет. И не собираюсь. Но пока ты вот на этом такую поставил точку, да, в отношениях с мамой, и пока не хотел бы с ней... Да, я поставил точку, и многоточие, и не очень и хочется. Ты ее поступки оправдываешь? Нет, я ее не оправдываю. И не понимаю, почему она, она не смогла этого сделать раньше. Ну, просто приехать и поговорить. Ну, возвращаемся снова, да, на тот момент, когда
маму лишили родительских прав, и тебя отправили в детский дом. Что это за детский дом? Если я не ошибаюсь, то это детский дом номер 6. На данный момент он уже закрыт. Вот. Это в Москве? Это в Нижнем Новгороде. Вот, как-то так. И ты прожил там до 5 лет? Я прожил до 5 лет, да. Наша первая встреча с мамой с приемной, произошла, скажем так, чисто случайно. Как они тебя нашли? Я был в больнице, у меня как бы не было голоса, там ОРВИ. И мама, она работала няней в этой больнице. Да ты что? Да. Вот. И получается, мы с ней как-то пообщались, вот, типа, она увидела меня, вот. Но это по ее рассказам. Вот, она приехала, получается, к себе домой, вот. Здесь... Это рассказала папе и брату, вот. И они такие, да, давайте попробуем взять его. Вот. И по итогу я оказался... Как интересно. То есть, оказывается, не просто тебя там искали или анкета какая-то, да? Нет, не было никакой анкеты. Помнишь свои ощущения, когда ты попал в семью? Что тебе, не знаю, там, что тебе нравилось, что тебе было там понятно, непонятно? Но мне нравилось то, что у меня появились родители. Мама, да, ну это да. Как бы мама, папа, и плюс еще брат. Но он еще старший, так что это классно вообще. Но у тебя с ним сложились отношения? У меня с ним все в порядке, да. Как бы мы дружим, но не общаемся. Вот, как-то так. Скажи, ну вот, а с мамой были доверительные отношения? С мамой были, да. То есть ты мог с ней достаточно... Я с ней мог пообщаться на разные темы. Ты прожил в семье сколько лет? 8-9 лет, это так. Ну, это большой срок. Да. Самые яркие, самые теплые воспоминания об этой семье какие? Самые яркие воспоминания – это, пожалуй, то, как меня первый раз отец привел в хоккей. Так. Это было очень сложно, как бы эмоционально, потому что, как бы, новая атмосфера, все такое, вот. Но первый раз меня не взяли, вот, сказали то, что иди научись сначала, как бы владеть клюшкой и, грубо говоря, на коньках стоять. Вот. Но второй раз я пришел, и меня уже взяли в команду. То есть у тебя были такие задатки спортивные, да? То есть родители увидели в тебе, что тебя можно... Отец увидел. Отец увидел, он же бывший спортсмен, правильно, да? То есть он хотел, чтобы ты занимался спортом. Да. Ну, а ты тоже хотел, я так понимаю, изначально... Первое время, да, я сначала... Тебе это нравилось? Да. Скажи, ты подавал вообще надежды какие-то в спорте? То есть на тебя делали ставки? Или ты просто из-под палки ходил на эти тренировки, потому что папа так хотел? Нет, я был на тренировках, так как мне это очень нравилось, изначально. Изначально. Вот, да, а потом как-то уже все постепенно... все приутихло. Вот, ты постоянно повторяешь, изначально нравилось. А что потом стало происходить? Почему тебе перестало нравиться? Что-то, что-то началось не получаться. У тебя? Да, у меня в хоккее. Вот. И из-за этого меня стали наказывать. В плане избивать и обзывать, и ругать в том числе. Тебя стали наказывать тренера или тебя стали наказывать? Нет, меня стал отец наказывать за это. За то, что у тебя не получается? За то, что, да, за то, что у меня там что-то не получается, я где-то накосячил и все так. А что ты должен был, что ты такое делал, за что тебя можно было наказать? Что у тебя могло не получиться, я не знаю. Не забил гол? Я не помню, честно говоря. Но примерно, вот расскажи, все равно что-то же должно было вывести из себя. Грубо говоря, отлынивал как бы от неких упражнений, скажем так. Вот. А он что, следил за тем, как ты... Он был на тренировке, да. Он был всегда на тренировке? Да, он всегда там был. То есть он воспитывал звезду? Он хотел воспитать из тебя спортсмена? Он хотел, чтобы я стал знаменитым игроком, грубо говоря. Вот, как-то так. Ага. А он известный вообще хоккеист, отец, бывший? Если я не ошибаюсь, неизвестный. То есть он играл в профессиональной команде? Да, да? все так. Угу. Я знаю, что тебе это очень неприятно, но мне просто интересно понять, за что за что наказывают родители ребенка, да, вот что все-таки должно произойти. Вот ты что-то сделал не так, что он делал? Вот закончилась тренировка, он видит, что ты там не выполняешь что-то там. И дальше что? Что происходит?
Как он может тебя избить? Ну что, он же не может тебя в раздевалке начать Не, ну в бить? раздевалке, ну, конечно же, нет. Ну, а как это Ну, было? там все-таки остальные ребята, и родители в том числе. Вот. Ну, после тренировки дома, и даже как-то так. Ну а чем он тебя бил? Рукой? Ну, рукой и иногда ремнем. А он Ну, все по-разному. за что? Он же должен был, прежде чем ударить, он, наверное, тебе должен был что-то сказать, за что он тебя бьет. Ну, за плохие тренировки, отлыниванием упражнений и все такое. Что у тебя вот после всего этого происходило с Ну, тобой? страх, ну, как бы, что будет дальше, вот, и, как бы, и нежелание дальше присутствовать на тренировках, и, ну, как бы, и вообще как заниматься тем или иным спортом. То есть это был такой протест, наверное, да? Ну, не то, что протест, это было такое некое желание уже наконец-то избавиться от этого истязания, грубо говоря. Ну да, то есть, грубо говоря, лучше бросить этот спорт, чтобы Да. он просто, чтобы на тебя не поднимал руку. Да? А это, скажи, прям там с завидной периодичностью это все повторялось? То есть, видимо, Ну, это ему не больше... завидной периодичностью. А что это? Ну, это было, ну, во-первых, ну, как бы это было не каждый день, вот, но там все в зависимости от тренировок получается, вот, ну, как бы, если плохо, то было наказание, если все отлично или хорошо, то нету наказания, даже некоторые поощрения, скажем так, вот, как-то так. Но тебя это не сподвигло быть лучшим спортсменом? Меня это не сподвигло быть лучшим спортсменом. Мне, наоборот, хотелось отказаться от этого спорта и перейти, ну, как бы, и перейти от спорта, ну, как бы, к знаниям, скажем так. А ты с отцом разговаривал на эту тему? Ты говорил: пап, я не тяну, у меня там не С отцом я получается. разговаривал, я напрямую об этом и говорил ему, вот, на что он мне дал ультиматум о том, что либо тренировки, либо учеба. То есть Отличная учеба. отличная учеба. Если не отличная, то не принимается. Да. Скажи, как мама реагировала на то, что происходило в семье? Она же наверняка видела, ну что, она слышала, наверное, Ну, она слышала, да, я как тебя бьют. Ну, она слышала и даже пару раз вроде бы видела. Вот, И этот видела. момент. Да, но она разговаривала как бы с папой, вот, и папа, я не помню, ну, как, я не помню, что он отвечал ей, вот, но помню и о том, что она точно, ну, как бы общалась с папой на эту тему. Ну, она тебя, как вот ты помнишь, она защищала тебя? Она пыталась тоже с тобой поговорить, объяснить, какая позиция у отца, да? То есть и почему он так поступает? Ну, по спорту, да, она пыталась мне объяснить о том, что, типа, просто, как бы, надо лучше... Работать. Да, лучше работать на тренировках, вот, как бы, и не косячить. В один из дней просто все перешло за грань, вот, и... Это как? Ну, просто как-то мне это все окончательно, ну, как бы, надоело, ну, как бы, эти все истязания, избиения, вот, и я... А у тебя следы оставались какие-то? У меня на теле? следов не оставалось. Ну, там были красные пятна, грубо говоря, и все. После всего, все, что было, ну, как бы эти все истязания, вот, я как бы сказал в открытую о том, что, типа, мама, я хочу обратно в детский дом, вот. А ты помнишь, как ты это ей сказал и как она на это отреагировала? Я То есть помню, это, видимо, я- было я- после очередного какого-то избиения или что это? Или уже Нет, просто... в один из дней, вот. Ну, как бы Накопилось. Отца уже даже не было дома, да, и я сказал об этом маме, и ну, в чем? Она удивилась, вот, как бы, и сказала, что хорошо, мы как бы обсудим с папой этот момент. У тебя же наверняка состоялся разговор с отцом. Что он тебе сказал? У меня не Твое было заявление. разговора. У меня не было разговора Как? с ним на эту тему. Нет. Я сказал то, что типа извини, но я не буду больше как бы заниматься спортом, вот как бы и вот. Но это было мое окончательное решение. Уже через пару дней я сказал типа мам, все, типа и идем, как бы я напишу заявление, я хочу обратно в детский дом. Она такая, идем, конечно. Вот, типа, вот так, мы, да, мы взяли и пошли. Вот и все. Как-то так. Вот. Я... А скажи, вот какая вот с того момента, когда ты сказал, что ты хочешь обратно в детский дом, какая была обстановка в семье? Ну, скажем так, накаленная. А как они себя вели? Они с тобой не общались, игнорировали тебя. Что было? Ну, папа не общался, мама общалась. Как ты думаешь, ты не оправдал ожидания отца или родителей уже? Я думаю, я не оправдал ожидания отца, да. Ну, по отношению к спорту. А что он хотел? Он хотел кого вырастить из тебя? Как ты Ну, я думаешь? думаю, он как бы...
Я думал, он думал, что я стану профессиональным игроком вот, в хоккее. Вот. Но, к сожалению, так не получилось. Ты сожалеешь об этом? Что у тебя не получилось? Ну, временами, да. Вот. Ну, То есть иногда думаешь, что мог бы потрудиться тогда, да? В принципе, да. А ты как вот расцениваешь вообще вот этот свой поступок, да? Вот то, что ты подошел к маме и сказал, там, мам, я хочу обратно в детский дом. Я думаю, это лучший исход на то время. На тот момент ты, наверное, ты Да, по-другому на тот не момент, мог. Да. Мне кажется, да. Ну, просто как бы другого шанса у меня бы, мне кажется, не было бы. А если бы, Сейчас это сделать. если бы ты остался? Ну, я не могу предугадать, что было бы дальше. Скажи, ну у тебя же был брат старший У меня еще. был брат, да. Он как реагировал на всю эту историю? Его отец на него руку поднимал? Я не знаю этот момент, но я могу сказать так, что брата почти к неделями не было дома. Вот. То есть он Но он же приходил старше. время от времени, да. Он был старше, да? Да, он был старше, да. Но ты с ним не был На тот такой- момент ему было 22-23 года. То есть он уже был взрослым. Да. Угу. И получается, что ты один был в семье. Получается так, да. Как ты думаешь, а родители тяжело пережили вот этот возврат? Я думаю, стресс у них был точно. Как ты считаешь, ты для них стал сыном? Я думаю, стал, да. Сейчас тебе больно вспоминать о том, что произошло? Ну, не то, что больно, просто неприятно об этом вспоминать. Это же прошлое. Вот. Как-то, с некой такой обидкой на то время на родителей, скажем так. На родителей. Но не на себя. Да, на родителей, а не на себя. Все верно. Все-таки ты думаешь, что родители могли бы как-то мудрее быть по отношению к тебе, да? Хотя бы меня не бить. Вот. Потому что насилием ребенка невозможно нормально воспитать. Я тут с тобой полностью согласна. Написал, и как вы написали заявление? Вот расскажи, как это происходило? Мы были Мама не плакала, то есть, вообще, как вот все-таки женщины тяжелее переживают, они более эмоциональные. И что касается мамы, я не помню, но то, что я был в этот момент в коридоре, это я помню. Вот, как бы я был в коридоре, вот, а в это время мама общалась с Представителями опеки? Да, это с представителями опеки, получается. Угу. Так, и что? Вот они что-то написало заявление или что это было? Как происходит возврат ребенка обратно? Это было вроде бы заявление, вот. Потом, получается, я пришел как представитель опеки, вот, написал я заявление. Вот. А что ты написал? О том, что я такой-то, такой-то, хочу обратно в детский дом. Вот. Но уже, грубо говоря, полностью я не помню. Вот. Но текст примерно такой, да. Вот. И какая дальше процедура? Мы пошли обратно домой, и спустя пару дней, меня, мама отвела уже в приют. Лёш, ты хотел вернуться потом, когда уже попал, когда ты снова оказался в детском доме? Когда я был в приюте и когда я был в детском доме, да, и у меня было желание обратно все вернуть. К ним, да? Да. А ты им писал, ты с ними связывался, пытался? Я им писал, я им звонил, да, мы с ними общались. Вот, мы с ними общались на эту тему, но их ответ был один, в том, что, уже много времени прошло, и назад ничего не вернуть. Вот. А отец у тебя, может быть, там через время он вообще попросил прощения? Он извинился за то, что он там руку поднимал, за то, что это происходило? У нас не было на эту тему разговора с ним. Не было? Не было. Мы не поднимали эту тему. Лёш, всегда же время проходит, да? Все оседает, все уже успокаивается. И уже в остатке там что-то остается. Вот сейчас какие у тебя мысли на этот счет? И вообще, какие мысли по поводу жизни в семье? Что тебе хоть, скажи, вот какие-то положительные моменты ты получил, живя в этой семье? Положительные моменты, они есть, само собой. Если бы не отец, я бы не стал бы, я бы не стал бы тем, кем я сейчас стал.
Вот. Ну, как бы спасибо ему за это, вот, и маме в том числе, что научила меня, и, ну, как бы, ну, грубо говоря, и читать, и писать. Ну да, то Ну, есть... потому что я этому научился дома. Вот. Да, ну правильно. Вот. А отцу за спорт, да, ну, как бы за движение и за спортивное тело, скажем так. Ну, и за того человека, кем я сейчас стал. А ты скажи, вот с теми родителями все, ты отрезал отношения раз и навсегда? Ну, не, ну, я с ними общаюсь. Нет, но ты им Изредка. тогда ты им писал, вот как, ну, когда ты попал в детский дом? Но вначале, да, я им писал. Да, но мы просто остались, грубо говоря, как мне сказать, знакомыми, ну, грубо говоря, так. Вот. Мы просто иногда переписываемся с папой. Сейчас? Всё. Да. Ну, А кто инициировал вообще вот эти, так скажем? Общение? Общение, да. Общение инициировал я. Вы перешли на новый уровень отношений? Он к тебе по-другому сейчас относится? Как ты чувствуешь? Я не могу об этом сказать, но мы с ним общаемся как бы, ну, как папа и сын вроде бы, как вроде даже? бы так, да. Я общаюсь с папой, вот, а у меня как бы называют сыном, вот, типа, как-то так. Но сын это когда же все равно как-то, когда ты близко. Сын это когда близко, когда ты можешь... Ты к ним приходишь в гости? У меня нет пока такой возможности прийти к ним в гости, потому что они живут в Нижнем, а я живу в Москве. Даже, ну, как бы даже иногда у меня не получается к ним приехать. А мама не общается уже сейчас? Мама... Ну, я знаю, что она на пенсии, вот, уже вроде бы. Вот, как и они сейчас... Но она тебе не пишет? С отцом за городом. Мама нет, мне не пишет, я и не пишу. Лёш, детский дом. Какие вообще воспоминания о детском доме? Что там, была дедовщина у вас там? И такое было. Есть мальчик, он раньше учился в Суворовском училище. Ага. Вот, как бы, вот. Он мог применить силу по отношению к детям, накосячившим где-то. Вот, в том числе. Но ты же это видел? Я это видел, я это чувствовал на себе. То есть он и на тебе тоже отрывался? Ну, на мне, ну, пару раз на мне тоже, да. Угу. Ну, а ты мог дать сдачу или, не знаю, может быть... Я не мог дать сдачу, ну, потому что он меня старше и, как бы, и более крупнее. Ну, как бы, и более крупнее, чем я. Вот. И ему на тот момент было, сколько, 21 или 20 лет. Вот так. Ну, а кому-то можно было, например, там, пожаловаться воспитателям, сказать... А ничего бы, как бы, и ничего в этом не было бы хорошего. Все было по наказанию воспитателей. Если они жалуются, то приходит он, ну, как бы, и... то есть, подожди, да. с позволения... То есть Если даже воспитатели... они не справляются, то приходит старший. Они приходят к нему и говорят, накажи вот этого. Да, ну, и если они уже не Жесть. справляются. Если они уже не справляются, должен он справиться. Да. То есть он может там, он найдет управу там Да. среди В своих. принципе, это так работает. И у него получалось. Ну, не всегда, но в большинстве случаев, да. Лёш, получается, смотри, ты попал в детский дом, прожил там еще 2 года. 2-3 года, да. 3 года. Ну, там 2,5 где-то. Да. Кто тебя нашел? Или ты кого нашел? Как ты искал семью и как ты встретил Святослава? Батю я встретил... Я могу сказать так, нас познакомила наша общая знакомая Света Строганова. Она сказала то, что есть такой мальчик, он живет в Дзержинске, вот, и он ищет маму-папу. Да. Так. Святославу это она сказала. Да, вот. Но по итогу мы с батей познакомились. Вот он приехал к нам в детский дом, вот, как-то, и там мы уже начали общаться. Святослав же был женат на тот момент. Он был... Нет, на тот момент он не был. Он Уже был в не был разводе. женат. Он уже был в Он разводе, уже был да. в разводе, да. Вот тебе не было страшно идти в семью к папе-одиночке? Ну, это так, знаешь, очень как-то... Ну, могу сказать, у меня страхов не было, а вот в детском доме как бы как-то криво смотрели на него. Почему? Ну, я не знаю, просто, ну, как бы мнение о том, что, типа, отец-одиночка как-то не очень устраивало их. Ну, а ты-то как к этому относился? Почему ты пошел к нему в семью? Ну, просто узнать, ну, как бы узнать его, как бы, скажем так. Вот. Но по итогу узнал и остался. Ну, вот, как-то так. Как у тебя с ним сложились отношения?
Отношения, ну, как бы Это же вообще другой совершенно, другой человек, другой опыт. Это уже не так, как было там с отцом, ну, вот в первой приемной семье. Это же другой человек. Ну, отношения у меня с ним сложились хорошие, я бы даже сказал, очень. Да. Вот. Что касается, если брать сравнение папу и батю, Да. то, конечно, это два разных человека. Так Вот, интересно, как у тебя такое деление, этот папа, этот батя. Ну, да. Мы с батей, кстати... А это одно и то же у тебя понятие? Нет, мы много раз с батей как бы общались на эту тему. Ну, как бы, я ему говорю, ну, о том, что, типа, бать, ну, ты меня, конечно, извини, но ты батя, а вот он папа. Ну, просто с папой я провел 8 лет, и, ну, как бы, вот, а с батей пока мало времени. Вот, как. Леш, чему он тебя, скажи, каким навыкам он тебя обучил, Святослав? Батя. Ой, да, ну да. Коммуникабельности, открытости и помог с финансами, ну, грубо говоря, ну, как бы изучать эту сферу. Вот. И вообще, как бы, он, скажу так, он отличный отец. А система наказаний была какая-то? Система наказания, я думаю, она у всех родителей есть. Но она разная. Да, но она разная. Например, у первого папы она была такой, поругать и все такое. Вот. У бати она совсем другая. Как бы, ну, он может наказать, но ну, как бы... Словом? Да, словом. Ну, или прогулками, или телефоном и все такое. Вот, как-то так. Но к насилию никогда не прибегает. Скажи, вот после того, как ты выходишь из детского дома, там, грубо говоря, в 16 лет, что умеют подростки? Ну, ты же со многими общаешься. Вообще, какие навыки есть? Ну, все, что я умел, я эти навыки приобрел в семье. В семье, да? В семье, да. Вот. А в детском доме, в принципе, у меня как бы никаких навыков не было. Нет, я научился выжигать по дереву. Это один навык. Все? Да, все. Ну, смотри, не знаю, там, навык общения с людьми. У меня он был в семье. В семье. Ну, я же тоже общался как бы с папой, с мамой и как бы с остальным миром. Умение себя обслуживать. Ну, это было и в семье, это было и в детском доме. Но зачастую этот термин относится больше к Семье. Нет, к самообслуживанию этот термин относится больше, мне кажется, к детскому дому. Ну, потому что ты там сам за себя, ну, как бы, и, грубо говоря, всем пофиг на тебя. Вот, как-то так. А что у тебя там в детском доме, скажи, вот было из одежды? Откуда вот эта одежда берется? Одежду нам выдают на базе обычно. А что это за одежда? Ну, не база, а кладовая, скажем так. Вот, как бы каждый месяц или каждый квартал мы идем на склад, и нам там выдают все по списку. Что по списку? Что в список входит? Штаны, трусы, носки, обувь, кофта, куртка, футболки и все такое. Это базовая одежда. Откуда телефоны у вас? Телефоны могут спонсоры приносить, а могут и родные привозить, скажем так. Но мой первый телефон в детском доме появился благодаря спонсорам на Новый год. Вот. Скажем так, такой некий Санта-Клаус принес. Или Дед Мороз, спроси. Да. Леш, ты прожил жизнь в детском доме и в семье. Вот детский дом или семья? Что для тебя? Для меня лучше, конечно, это семья, чем детский дом. Потому что в детском доме, еще раз скажу, в детском доме, грубо говоря, ты сам по себе. В семье у тебя есть некоторое, скажем так, некоторое общение с людьми, которые тебя любят, тебя в любом случае поддержат. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то сверхцель сейчас? Какую ты цель в жизни поставил себе? Ну, у меня есть просто цель. Она не то, что сверх, просто отучиться, отучиться в университете. Вот, и получить
корочку о том, что я окончил. Ну, грубо говоря, вот. Как-то так. Пока так, такая маленькая цель. Да, ну пока-пока. Ты несколько раз сказал, что ребенок должен жить в семье. Почему ребенок должен жить в семье, как ты считаешь? Потому что жизнь в семье для ребенка – это в первую очередь комфорт. Это в том числе как бы забота как бы о близких людях и забота о нем. Ну, потому что, как бы, еще раз скажу, что семья – это в первую очередь взаимоотношения между ребенком и родителями. Да. Вот. И ребенок, ну, как бы, должен чувствовать эту заботу и тепло от, ну, как бы, от родителей. Тогда, как бы, тогда и ребенок, ну, как бы, в свою очередь, будет отдавать и тепло, и заботу родителям. Ну, как-то вот так вот. Это мое мнение. Что больше всего в жизни ты боишься? Боюсь. Наверное, умереть. Вот как-то. Это самый главный страх. Ну, ты же понимаешь, что все равно все умрут. Ну, как бы, все мы не бессмертны. Ты можешь ударить человека? Нет, к сожалению, или к счастью. Ты никогда не поднимал на кого руку? Нет. Ты никогда не дрался? Ну, я не дрался, но боролся. А если тебя... Ну, в плане, там, типа, так, в шутку, скажем так. А если тебя обидят? Не в шутку. Ты сможешь дать отпор? Я смогу дать отпор. Ты часто себя жалеешь? Редко. Но есть такое. Ты веришь в Бога? Да. Ну, я верю в то, что он есть. У кого бы сейчас хотел попросить прощения? Честно говоря, ни у кого. Только если у себя за, ну, как бы, за те моменты, что случались со мной. Как-то так. Спасибо, Леша. И последний вопрос. Мы вообще не так часто говорим слова благодарности в своей жизни, да? Вот если я тебе сейчас дам такую возможность и скажу: Леш, скажи слово благодарности тому, кому ты считаешь нужным, кому бы ты сказал, и что бы ты сказал? Я бы сказал слово благодарности батю за то, что он... Святославу. Да, именно Святославу. Я бы сказал благодарность. Именно благодаря ему я оказался как бы здесь, как бы, и учусь в университете. Если бы не он, я бы сейчас был бы в колледже, учился бы как. Вот. Ну вот, честно говоря. Вот. То есть как у него так получилось, да? То есть он как-то так смог... Ну да, он как-то смог это построить систему вообще взаимоотношений и ну, дать вот эти какие-то навыки, да? Да, я скажу так, что после 9 класса я был сторонником того, чтобы не идти в 10-11 класс. Ты хотел идти в колледж? Да, я пошел в колледж, отучился там ровно 2 недели или 3. Так. Вот, и у меня что-то не сложилось, вот, и мы забрали документы из колледжа и пошли отдавать их в школу. Да ты что? В итоге я начал учиться в школе и закончил 11 классов. Слушай, вот ты молодец. Вот это вот, да. А все, да? Да. На этом все. На этом все. Леш, я тебе очень благодарна за вот этот откровенный разговор. Я знаю, что тебе было очень тяжело говорить на эту тему. Вообще вспоминать любому ребенку, вообще любому человеку, даже не ребенку, что-то такое, вот знаешь, когда было больно, всегда тяжело. Хочется это забыть и вспоминать только радостное. Но мы сегодня поговорили о чем-то таком важном для тебя, мне кажется. Спасибо тебе. Я надеюсь, что у тебя в жизни все сложится. А самое главное, ты станешь хорошим мужем, отцом, мужчиной с большой буквы. И у тебя все будет отлично. Спасибо. Мы в тебя очень верим, да. Друзья, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь всегда такими же неравнодушными. Хотите выглядеть красиво, стильно и при этом, чтобы было комфортно? У меня для вас есть находка. Бренд FOMATES.
В ассортименте вы можете найти теплые, уютные повседневные костюмы, свитшоты, брюки, которые сочетаются с любым стилем одежды. Не упустите возможность быть в тренде. Заказывайте костюмы на Wildberries, ссылку оставляю в описании.